Здорово, народ! Сегодня в этом видео хочу рассказать вам о том, как с помощью мидбола можно разнообразить свои тренировки, увеличить прыжок, а также восстановиться после травмы. Поехали! Надеюсь, ни для кого не секрет, что значительная часть спортсменов использует утяжеленные мячи в своих тренировках, будь то профессиональные баскетболисты, волейболисты или легкоатлеты. Я же познакомился с данным снарядом еще в детстве, в возрасте лет 8, когда занимался хоккеем. Мы регулярно сдавали тесты по физической подготовке, и одной из дисциплин было метание утяжеленного мяча на дальность. Я долгое время считал, что этот тест не имеет никакого смысла, так как не видел связи с хоккеем, но повзрослев понял, что это одно из самых функциональных и доступных оборудований, которое можно с легкостью заполучить в личное пользование. В возрасте 18 лет, занимаясь легкой атлетикой, нас также тренировали с помощью подобных мячей. И тут я понял, что обожаю тренироваться мидболами. А также в данный момент с помощью мидбола я готовлюсь побить мировой рекорд, но об этом я расскажу чуть позже. Сразу хочу отметить очень важный момент: мидболы бывают разной направленности. Слэмболы — это мячи, рассчитанные на ударные нагрузки с минимальным отскоком от поверхности, и их вес обычно варьируется от 5 до 70 кг. Медицинские мячи обычно не предназначены для бросков и ударов об пол, но служат отличным дополнением к общей физической подготовке или работе в паре. Их вес в диапазоне от 1 до 13 кг, поэтому без проблем можно подобрать мяч как ребенку, так и опытному атлету. Также у них бывает два вида – резиновые и тканевые мячи. Резиновые зачастую с увеличением веса меняют свой диаметр. Тканевые сохраняют свой размер во всей линейке до 13 кг и лишь отличаются цветом и маркировкой, но бывают и исключения. Следующий вид – рубербол, которым я сейчас активно тренируюсь. И этот мяч не просто можно кидать, его нужно кидать. Первое время, конечно, он будет казаться неприступной крепостью, особенно если вы возьмете слишком большой вес для себя, так как его диаметр порядка 35 см, и адаптироваться к нему придется далеко не одну тренировку. Организму необходимо понять и принять, что не все снаряды должны быть удобными для него. Тем самым, бросая этот мяч двумя руками, вы тренируете не только взрывную силу, но и спину, хват, так как он каждый раз норовит выскочить у вас из рук. С помощью него можно тренировать не только общую силу, но и выносливость, выполняя бросковые сеты на время с обязательным подъемом мяча над головой. При выполнении данного упражнения можно сделать больший акцент на ускорение мяча вниз, чтобы отскок был выше и поднимать его приходилось на меньшее расстояние. Либо наоборот, прорабатывать подъем мяча от пояса, просто отпуская его в верхней точке. И если вы считаете, что мячом весом в 5-6 кг невозможно натренироваться, то вы ошибаетесь. При правильно составленной тренировке он даст прикурить даже парням с весом под 100 кг. Вариативность упражнений просто безгранична. И если вы хотите, чтобы я сделал отдельное видео со всеми упражнениями для мидбола, то давайте соберем 2000 лайков под этим видео. Так я пойму, что это действительно актуально для вас. Главной особенностью рубербола является то, что он целиком выполнен из резины, не впитывает в себя влагу и ему не страшны механические повреждения. Приобрести различные мидболы вы сможете на официальном сайте YouSteel. Доставка осуществляется по всей стране, а также странам СНГ. Ссылку на него я оставлю в описании. Если я правильно понял, внутри рубербола находится конструкция в виде сот, которая восстанавливает свою форму после деформации. Даже если на него встать и полностью его сдуть, он примет свою первоначальную форму всего за 30 секунд. То есть для использования данного мяча не нужен насос или какое-то дополнительное оборудование. Кто следит за моим инстаграмом, наверняка видел сторис, как я ежедневно хожу в 6 утра с этим мячом и другими мидболами на тренировке. В плане транспортировки проблем не вызывает. До стадиона иду 500 метров и в принципе со штангой 30 кг ходил несколько лет, так что донести 6-3-килограммовый мяч особых проблем нет. Часто слышал от ребят, что им иногда скучно тренироваться на улице, нет разнообразия. Так вот здесь вы можете бросить вызов самому себе и попытаться перебросить баскетбольную площадку мидболом, сетку за футбольными воротами и так далее. Подобные челленджи вынуждают вас подстраиваться и анализировать, задавая себе вопрос: а что я могу сделать, чтобы кидать еще дальше? Именно на легкой атлетике я понял, зачем нас заставляли кидать мяч вверх или через спину. Это учит вас в прыжке задействовать не только ноги, но и руки со спиной, заставляя нервную систему подстраиваться и нарабатывать привыкание к быстрому выплеску энергии. Конечно же, все приходит со временем. На первой тренировке мы с трудом могли бросить рубербол друг другу, стоя в нескольких метрах. Спустя несколько недель стало заметно, что с каждой тренировкой дальность полета мяча только увеличивается. Тот же эффект ощущается в метании через спину. На первом замере я с трудом кидал на 20 метров, через 2 недели перекинул баскетбольную площадку. Пару советов перед покупкой мидбола. В первую очередь я бы посоветовал рассмотреть именно резиновые мидболы. Для начинающих атлетов будет намного удобнее работать со снарядом меньшего размера и веса. Подойдут более легкие модели от 3 до 5 кг. Для подходов по 10-20 повторений они будут идеальны, позволят улучшить гибкость и ловкость, не создавая риск для неокрепших мышц и связок по сравнению с тренировками с использованием той же штанги.
Определитесь с потребностями и внимательно изучите описание, так как тканевые мячи не выдержат ударных нагрузок и развалятся через несколько тренировок. Мидболом можно тренироваться в домашних условиях. Слэмболы и руберболы предназначены для тренировок в зале или на улице на специализированном покрытии. Если у вас появилось желание приобрести себе мяч, то в любом кроссфит-клубе вы всегда найдете эти мячи в наличии. Кроме того, они достаточно компактны, чтобы держать их дома и тренироваться самостоятельно. Доступная цена позволяет использовать эти мячи повсюду. Преимущество мидбола для детей заключается в активности с набивным снарядом, формирующей общую выносливость растущего организма. Укрепляют мышцы рук и спины, а также вырабатывают ловкость и реакцию. К тому же мидбол в целом очень полезен для опорно-двигательной системы. Нас тренировали ими с юных лет, и я очень рад, что познакомился с ним так рано. А еще совсем недавно я приобрел себе вот такую вот замечательную вещь. Пишите в комментариях, если интересно увидеть на нее обзор. Если у вас есть желание, но остались какие-то вопросы по поводу приобретения мидбола, пишите мне в группу в ВК. Помогу вам с выбором, ссылка есть в описании. Рубербол я хотел заполучить еще с 2018 года, когда увидел его на презентации в Москве на SN Pro. И все это время тренировался преимущественно мидболами. Как следующий этап прогрессии, он, конечно, очень интересен, но только если у вас есть многолетний опыт с обычными мидболами. С октября 2019 года я тренируюсь с руберболом. И за это время на нем только надписи стерлись, потому что мы используем его на уличной резине. Как итог, если вы хотите разнообразить свои тренировки, раздобудьте в личное пользование 3-4 килограммовый мидбол для занятий на улице. В домашних условиях его можно также использовать как утяжелитель в определенных упражнениях. Если не знаете, какой вес подойдет именно вам, пишите мне в группу, подскажу. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Если это действительно так, то не забудь поставить ему лайк и оставить комментарий. С вами был Егор Пупынин. До встречи в интернете.